Овны, приветствую вас! Меня зовут Ева Лехцер, вы на моем канале. И сегодня с вами мы наконец-то будем смотреть ваш годовой расклад на 2025 год. Год зеленой деревянной змеи. Посмотрим, чем он для вас ознаменуется, какие события принесет, на что стоит сделать акцент, чем этот год вас порадует, приятно удивит, какие события у вас произойдут. Конечно же, мы с вами это все посмотрим, но также по вашим пожеланиям. Я буду делать два годовых расклада. Один с позиции, здесь, как мы смотрим, прогностики, какие события отыграются. И второй расклад, я его выпущу несколько позже. Это будет 12 задач в год змеи. То есть, что вам нужно будет проработать по каждому из домов, какие события произойдут и в целом на чем необходимо будет сделать акцент. Ну что ж, я не буду, так сказать, откладывать ситуацию в долгий ящик. Знаю, что вы уже в нетерпении. Многие мне писали, когда годовые расклады у всех уже есть. Давайте приступим. Надеюсь, что ваши ожидания все-таки будут оправданы. Смотрю всегда по своей авторской методике, которую я делаю на двух колодах. Кому-то та подходит, кому-то нет. Но в любом случае надеюсь, что информация для вас будет полезной. Так как полотно стола мне не позволяет выложить все карты, каждую сферу буду смотреть в отдельности. Скажем так, будем ее откладывать и переходить к следующей. Поэтому, мои хорошие, настраивайтесь на расклад, и мы с вами приступим. Итак, что вас ожидает в рамках 2025 года в сфере работы, карьеры, бизнеса, учебы? Аркан Жрец. И сейчас мы его дополним, раскроем на другой колоде. Ой, какие у вас потрясающие карты. Ну, начнем со жреца, так сказать, ключевой аркан, энергии которого войдут в вашу жизнь. Итак, по жрецу это в первую очередь обучение. Для кого-то поднятие вашей профквалификации. Ситуация, когда вы будете получать или обретать новые навыки. Кто-то будет обучаться за счет предприятия или вашей организации. Некоторые из вас могут получать дополнительное второе профильное образование. Опять же, если мы, скажем так, посмотрим, и о чем говорит данный аркан, это ситуация, когда вы можете кого-то обучать или записывать какие-то курсы, мастер-классы, быть организатором вебинаров или организовать какое-то сообщество по обучению, форум, где вы можете делиться не только вашими знаниями, но эта площадка будет как вашей рекламой, продвижением ваших талантов, ваших возможностей, ваших способностей. Раскрывается этот аркан у нас очень интересной связкой карт. Обратите внимание, Солнце, Король мечей и Аркан Звезда. Потрясающие карты, которые говорят о вопросах процветания, о достижении цели, о вопросах известности, медийности, популярности. Ситуация, когда вас знают. Некоторые также могут здесь вкладываться финансово в вопросы рекламы, продвижения. Король мечей – это получение нового статуса, а именно для кого-то здесь в первую очередь может быть ситуация получения нового звания, сертификата, диплома, или вы защищаете там докторскую, кандидатскую. То есть, иными словами, для вас это новая возможность заявить о себе. Более того, если оценивать с позиции бизнеса, карьеры и работы, это ситуация, когда кто-то вам окажет свою протекцию, потому что по жрецу это всегда люди известные, властимущие, люди, которые занимают высокий пост, чин или положение, поэтому они будут способствовать вашему росту или развитию. Конечно, каждый из вас, кто-то работает, кто-то не работает. Мы сейчас для всех будем раскрывать эту триаду карт, эту связку и буду озвучивать. Но для тех, в первую очередь, кто не работает, обратите внимание, Солнце, Король мечей и Звезда. Это как быть в тренде, заинтересоваться интеллектуальным трудом, быть на гребне волны, получить то образование, навыки, которые вам позволят что-то свое такое, знаете, как реализовать, то, что вы задумывали, или то, к чему стремились, но не хватало времени, может быть, ресурсов, то теперь, как показывают арканы, даже вот здесь карта Королева Пентаклей,
Это хороший заработок благодаря вашим действиям, вашему обучению и тому, знаете, как вашему стремлению. Опять же, поскольку у нас это карта двора, то королева монет всегда говорит о том, что вы можете воодушевиться опытом, жизненными возможностями женщины земной стихии, телец, дева или козерог. Или женщины состоявшиеся, состоятельные, потому что здесь, это, знаете, кто-то для вас будет таким вот мотиватором, кто-то будет вам помогать достигать этих высот, этих вершин, ну и, как следствие, обретать благополучие. Если вы у нас являетесь соискателем. Я думаю, арканы здесь очевидны. Здесь, как мы видим, вы однозначно получите эту работу, тем более раскрываю колоду. Здесь у нас идет аркан справедливость, она же правосудие. То есть это работа официальная, то есть честно, открыто, прозрачно, то есть нет, знаете, каких-то сокрытых ситуаций или сокрытых факторов, из-за которых вам бы стоило переживать. Если для кого-то возникнет потребность, цель или желание открытия своей организации, или вы, может, как свободный индивидуальный предприниматель будете работать, то, конечно же, это получение лицензии на определенные виды работ и открытие своего предприятия, то есть регистрация там вашего ЧП, ИП и так далее. Те же, кто у нас являются наемными сотрудниками. 7 монет. Знаете, хоть и вы длительный период ожидали, но все-таки плоды вашего труда дадут свой урожай. Причем, знаете, именно тогда, когда вы меньше всего этого ждете. Или, может быть, в чем-то уже разочаровались, или потеряли надежду. Почему? Потому что основной ведущей триады карт у нас является первая тройка, да, и аркан жрец. Это ситуация, когда вас продвигают по службе, вас кто-то заинтересован, вас видит потенциал, видит перспективу и будут прикладывать максимум усилия для того, чтобы вы раскрылись, реализовались. Я не говорю, что это будет бескорыстно, но здесь действительно по этим арканам видно, что люди в вас заинтересованы, хотят с вами взаимодействовать, сотрудничать и всячески будут способствовать реализации ваших целей и ваших планов. Если вы владеете собственным бизнесом, что здесь? А здесь по двойке жезлов. Это может быть цель, план или желание. Во-первых, масштабироваться, расширяться. Ну, например, для кого-то открыть там 2 филиала, 2 офиса, там 2 магазина или какие-то последующие точки вашей фирмы, вашей организации. Опять же, открывать для себя новые перспективы, новые горизонты. Допустим, ваши товары или ваши услуги активно продвигать через интернет, потому что у вас, видите, здесь нет преград. Есть куда стремиться, преодолевать какие-то препятствия, тем более Солнце, Король мечей и Аркан Звезда. Здесь по ситуации, знаете, как появится человек, который поможет, подскажет, направит, научит. И опять же, новое бизнес-партнерство, которое для вас будет крайне эффективным. Еще, о чем говорят эти арканы? Если вы чем-то таким занимаетесь, ну неважно, даже там, не знаю, ставите окна, двери, вы можете открыть свой блог, где активно можете делиться какими-то деталями, информацией, обучающим процессом, потому что если смотреть по картам, все то, что вы будете нести в массы, делиться с людьми вот, на безоплатной основе, то вам это будет возвращаться старицей. Как следствие, вы будете и привлекать больше там клиентов, заказчиков, будет расширяться клиентская база. Конечно же, это в свою очередь также будет все отражаться, сказываться на ваших заработках. Итак, сейчас мы соберем арканы и отложим вопросы карьеры в сторону. Сейчас посмотрим, о чем будет идти речь в плане финансов. Итак, финансы. Финансы, здесь падает сам аркан смерть, он выходит, это перемены и трансформация. Давайте раскрывать, в каком ключе. Хорошо это или будет плохо, то есть с чем это будет сопряжено. То есть какие-то колоссальные вложения, траты или, допустим, это потери. Поэтому смотрим, оцениваем и изучаем. Итак, финансы. И здесь аркан смерти. Ну, прям смотрите, одно колоды король монет.
О чем здесь идет речь? Сейчас буду озвучивать. В первую очередь, если смотреть по арканам, вот очень яркой такой вот нитью звучит тема для тех, кто переехал, может быть, хоть и в рамках страны, или для тех, кто эмигрировал. Объясню почему. Потому что здесь как бороться за то, что вам принадлежит по наследству, или то, что вы, так сказать, может быть, оставили в родных пенатах. Потому что аркан смерти – это попытки от этого избавиться, продать какое-то имущество и инвестировать его в новые проекты. Шестерка чаш – это вопросы наследства и то, что вы наживали ранее. Но сейчас вот это имущество, оно каким-то образом вас будет или тяготить, или мешать. Вы понимаете, для того, чтобы начать новый старт в жизни, здесь нужно будет активно прикладывать усилия для того, чтобы оно не висело на вас мертвым грузом, а действительно вам сослужило службу. Я дополнила вам аркан смерть, при вас затянула аркан, здесь король монет. Это говорит о том, что с финансовой стороной у вас здесь все будет в порядке, поэтому переживать и нервничать по этому поводу не стоит. Но о чем же говорят еще эти арканы? Семерка жезлов, шестерка чаш и аркан смерть. Это ситуация, когда вы можете получать финансовую помощь или поддержку от ваших близких, ваших родственников, для кого-то даже с позиции со стороны друзей, потому что это связка карт и король монет, который идет здесь в качестве дополнения, говорят о том, что есть таковые перспективы, есть такие возможности. Еще семерка жезлов, шестерка чаш и смерть. Это ситуация, когда вы будете менять свое мышление относительно и вопросов заработка, и сохранения вашего имущества, и инвестиций, потому что здесь как совершенно иной подход к вопросам вашей финансовой стабильности. И, конечно же, вы будете здесь менять какие-то свои старые прежние устои, взгляды на жизнь, взгляды, все, что связано с финансами, заработок, реализация, инвестиции. Даже вопросы, связанные там с завещанием, например. Но финансовый план у вас по королю монет здесь прекрасен, поэтому переживать не стоит. Единственное, о чем могу сказать, и скажу честно, что если вы что-то будете здесь, так сказать, продавать, избавляться, то да, вы здесь можете потерять в цене. То есть продать, допустим, за те деньги, которые вы намеревались, к сожалению, не выйдет. Здесь, знаете, как уступить. Но вместе с тем, это знаете, как действовать по ситуации, смотреть, что происходит на текущий момент в мире, подстраиваться под обстоятельства, делать так, как вам лучше. Поэтому вот такой здесь финансовый план. Так, сейчас с вами так аккуратно, красиво отложим. Что касается вопросов состояния здоровья, давайте оценим. Так, на здоровье идет аркан умеренность, прекрасная карта. И что мы видим на повестке дня? Четверка жезлов, король чаш и паж чаш. В целом могу сказать, для вас это прекрасное самочувствие, прекрасное положение вещей, как и физическое здоровье, и ментальное, и эмоциональное. Я даже больше скажу, если у кого-то длительный период была апатия, состояние депрессии или застоя, то наконец-то вы сможете увидеть в чем-то позитив, то есть благостные, благоприятные для вас перемены. Ситуация, когда вы будете радоваться жизни, знаете, как находить какую-то вот толику прекрасного в каждом моменте, в каждой минуте и от этого эмоционально наполняться. Итак, единственное, что по здоровью, на что здесь нужно обратить внимание. Четверка жезлов – это у нас вопросы опорно-двигательного аппарата. Король чаш и паж чаш указывают на то, что здесь может идти застой жидкости, ситуация отеков. То есть здесь по рекомендации врача желателен лимфодренажный массаж, активность. Кстати, по этим картам также какие-то водные виды спорта, начиная от плавания. Также могут быть вопросы закаливания в том числе. Это будет, знаете, как укреплять ваш тонус, укреплять ваш потенциал. Еще эта связка карт говорит о том, что есть риск. Если вы будете, знаете, как отсутствовать будет ваша подвижность или, скажем так, энергоподъем и физическая нагрузка, то есть риск набрать лишний вес, потому что данные арканы, король чаш, паж чаш, это, знаете, как ни в чем себе любимым не отказывать. С одной стороны, это как бы неплохо, но у вас, почему я обратила на это внимание?
Основной ведущий аркан — карта умеренность. А по умеренности это во всем должен быть баланс, гармония. То есть, иными словами, вам здесь и нельзя голодать, вам здесь нельзя переедать. Вам нужно четко соблюдать и режим питания, график питания и количество приемов пищи. Понятно, что всегда мы должны прислушиваться к своему организму и, скажем так, чувствовать, что, чего мы хотим на самом деле. Но здесь это, знаете, как все в гармонии, все в балансе. Опять же, если рассматривать виды физических нагрузок, то этот аркан с последующей связкой карт говорит о том, что вам в рамках этого года подойдут более какие-то спокойные, умиротворенные виды спорта, начиная от интеллектуального труда, мозговая активность, там, не знаю, шахматы, шашки и так далее, до спокойной физической активности, то есть йога, пилатес, там, цигун, медитации. Опять же, если это плавание, не с позиции там сдавать какие-то нормативы, а вот одномоментно и расслабление, и релакс, и получение тонуса. Еще, умеренность сама по себе — это также вопросы акупунктуры, потому что здесь нужно привести в энергобаланс ваши энергетические точки. Поэтому для кого актуальны вопросы массажа, акупунктуры, также обратите на это особое внимание, займитесь данным вопросом. Так, вот таким у вас выходит здоровье непосредственно на этот год. Смотрим перспективы по личной жизни. Так, что здесь? Повешенный. Будем раскрывать, уточнять, потому что повешенный конкретно в этой колоде, он является неоднозначным. Почему неоднозначным? Обратите внимание. Это крепко себя к чему-то привязать, заякорить. То есть, видите, не отрываться от текущей ситуации. Смотрим, что здесь по факту. Итак. Луна, башня, тройка жезлов и дно колоды король жезлов. Сейчас буду объяснять и рассказывать детально, подробно по всем моментам. Итак, относительно вопросов личной жизни. Буду объяснять для каждого из вас и дотягивать арканы и для тех, кто свободен, и в треугольниках, и в стабильных союзах. Для тех, кто у нас на данном этапе свободен, не состоит в отношениях. О чем здесь идет речь? Аркан императрица говорит о том, что вы можете быть в союзе, но если смотреть, человек здесь будет не свободен. Неважно, мужчина меня сейчас смотрит или женщина. Но по этим арканам это вы будете в отношениях сокрытого формата, потому что, обратите внимание, Луна, башня и тройка жезлов. Ну, во-первых, тройка сама по себе говорит о перспективах треугольника. Луна, башня — это как заикариться в отношениях или эмоционально быть привязанным к партнеру, к партнерше, ну, с которыми... Ну, я не говорю, что не будет перспектив, но, по крайней мере, в рамках этого года я не вижу, чтобы отношения сразу перешли там в формат семейных. Нет, это будет формат любовного треугольника, где вы будете проживать как и положительные, так и негативные эмоции, потому что Луна, башня, тройка жезлов — это разрушение каких-то ваших принципов, ваших устоев. Единственное, о чем говорят карты, что насколько это возможно, контролируйте процесс, не залипайте настолько в новом человеке, не растворяйтесь в нем, чтобы вы сами, знаете, как не стали для кого-то ресурсом, чтобы у вас не было оттока сил, потому что здесь это полная сконцентрированность на новом партнере или новой партнерше, то есть на вашем избраннике. Почему еще делала акцент на повешенного? Вот посмотрите, привязка. В прямом смысле слова может быть еще в таковом ключе, что кто-то будет настолько в вас заинтересован, что может вас пытаться привязать. Для кого-то это шутки, кто-то не воспринимает это серьезно, но, к сожалению, мы живем в век информационных технологий. Сейчас информации кругом уйма, и многие бездумно ею пользуются и пытаются использовать ее кому-то во вред. Поэтому, пожалуйста, будьте здесь бдительны. Иными словами, если вы сильно прям на ком-то залипаете и понимаете, что эти взаимоотношения, наоборот, не несут вам пользу, а каким-то образом, может быть, разрушают вашу жизнь, то задумайтесь, нет ли здесь какого-то подвоха, нет ли здесь смысла очистить себя от этих отношений или сделать энергочистку, дабы не разрушать свою жизнь. Поэтому здесь крайне внимательно.
Смотрим ситуацию для тех, кто у нас состоит в любовных треугольниках. Что тут? Пятерка монет. Ситуация кризиса. Почему кризиса? Потому что, смотрите, здесь этот паренек на лыжах. Ну, не на лыжах, я прошу прощения, это палки для скандинавской ходьбы. Показалось, что это лыжи. Идет один. То есть, иными словами, тернистый путь, который вы должны пройти самостоятельно. Или Луна, башня, тройка жезлов. Это выходить из этой эмоциональной зависимости. Это разрушать этот формат сокрытых отношений или отношений, которые для вас в чем-то являются деструктивными. Да, вы можете долго восстанавливаться после этих отношений, но в текущем контексте, в данном ключе, разрыв этого союза вам будет во благо. То есть вы здесь перестаете страдать, вы перестаете быть в состоянии жертвы и сливать свою энергию не в то русло. Оценим ситуацию для тех, кто у нас свободен. Что здесь? А у вас по тузу жезлов новая жизнь, новое начало. Здесь уже, знаете, как себя привязать, приокорить. Сейчас буду объяснять. Смотрите, касается, повторюсь, в основном переезжих. То есть это внутренне перемещенные лица в рамках одной страны или, может быть, иммигранты, которые переехали в другую страну. Потому что Луна, башня, тройка жезлов – это в прямом смысле слова вашей паре или вашему союзу определиться с местом жительства, понять, где вы, так сказать, осядете, где вы будете вести свой быт. Это для кого-то уже, знаете, как точка невозврата. Ну, например, вы уже будете четко понимать, что все, здесь пора, допустим, приобретать жилье, избавляться от имущества, которое у вас там осталось где-то, потому что повешенный, перевязать. И туз жезлов, это, видите, как новое начало, новые возможности. Да, кто-то будет здесь спрашивать, а если здесь риск, допустим, там измены, загула, каких-то там треугольников. По аркану императора ситуация здесь стабильна. То есть здесь нет инициативы ни со стороны мужчины, ни со стороны женщины. То есть для тех, кто находится в стабильных союзах, кто не понимает, что такое стабильный союз, давайте я вам озвучу. Вы встречаетесь длительный период. Длительный – это не месяц, понимаете, как мне пишут. Длительный – это как минимум от года. Или вы сожительствуете, или у вас уже семья и брак. Вот тогда здесь можно рассуждать о том, что у вас длительный стабильный союз, ну и как следствие крепкие взаимоотношения. То есть у вас личная жизнь и, скажем так, влиянием на вашу личную жизнь будет обретение собственного фундамента. То есть не только в плане страны, но и в плане жилища, которое, повторюсь, вы будете намеревать, там, не знаю, строить, покупать, у каждого по-разному. Но знаете, как свой быт, свой очаг. И это уже, знаете, как положительным образом будет отзываться на вашем партнерстве, на вашей семье, на вашем благополучии. Смотрим с вами неожиданные события. О чем здесь идет речь? Так, неожиданные события. Дурак, обновление. Для кого-то жизнь из чистого листа. Новый путь, новые возможности. У кого-то может быть и продолжение рода, появление внуков. А для кого-то это вопросы иммиграции, новой работы. И, знаете, как жизнь из чистого листа. То есть обретение нового пути. Так ли это? Давайте смотреть, давайте с вами раскрывать и оценивать, что же здесь по факту. Сила, рыцарь монет и повешенный. Смотрите. Сила, рыцарь монет и повешенный. Это, знаете, повторюсь, как заякориться. То есть понять, где вы хотите осесть. То есть уже не перемещаться больше. И обратите внимание на этого повешенного. Это, знаете, как обретение радости. Обретение силы, поддержки, зоны комфорта. Итак, если смотреть в целом, у кого-то за счет поднятия ресурса, то есть энергообмена, потому что по этим арканам это те физические нагрузки, которые для вас являются, знаете, в радость, а не в тягость, которые повышают ваш энергопотенциал, ну и как следствие благоприятно отражаться на вашем организме. Если оценивать с позиции, допустим, если новая работа, здесь больше не про новую работу, это может быть деятельность в рамках той же организации, но это как перспективы повышения, карьерный рост. Если смотреть по деньгам, это обновление, то есть финансовая стабильность. Повешенный говорит о взятии на себя новых обязательств. То есть вы можете брать там какие-то кредиты, ипотеки, рассрочки. То есть то, что вас, с одной стороны, делает мобильным и облегчает каким-то образом вашу жизнь, обретение каких-то материальных благ.
По отношениям. Могу сказать так, сила рыцарь монет и повешенный для тех, кто в стабильном союзе, здесь как было, все так и осталось. Для тех, кто в любовных треугольниках, это решать застаревшую ситуацию, застаревший вопрос, то есть поднимать его ребром. То есть мы продолжаем с тобой отношения, в каком формате и стоит ли нам быть вместе. А для тех, кто, ну, по сути, на текущий момент свободен, это может быть обретение хорошего друга, единомышленника. То есть здесь речь пока не идет об отношениях, но человек для вас, поверьте, здесь будет на вес золота. Относительно ваших детей, это, знаете, как радость за какие-то их успехи, их стабильность, обретение у них почвы под ногами, в особенности, если дети там подростки, только начинают свой путь. Потому что по этим арканам, знаете, как вы уже все, спокойны. Здесь ваши дети начинают какое-то самостоятельное движение в жизни, и их первые шаги вас непременно будут радовать. Так, оценим с вами карту года и карту совет. Так, раскроем их. Карта года. Колесо фортуны. Ну, колесо фортуны это просто, знаете, я говорю, ва-банк, потому что это карта успеха, достижения, новых возможностей, крупных финансовых покупок, улучшения финансовых аспектов, переезд, перемещение, смена места жительства, шанс, который идет свыше. Потому что судьба улыбается и дает вам возможность оказаться в нужное время в нужном месте. Вот получить те бенефиты от Вселенной, на которые вы так длительный период ждали. Посмотрим, раскроем этот аркан, о чем конкретно он здесь говорит, как будет для вас раскрываться. Мои хорошие, то, о чем я вам говорила. Смотрите. Паж жезлов, шестерка жезлов и восьмерка монет. Во-первых, прорывы в плане работы или бизнеса, карьеры, учебы, то есть достижения какого-то цели, результата. Повышение по службе или обретение работы или нового источника дохода, потому что здесь это связано с деньгами, увеличение финансовой стабильности, улучшение вашей ситуации. Опять же, по пажу жезлов у кого-то, если у вас дети зрелые, взрослые, может быть финансовая поддержка с их стороны. Еще дети, которые начинают самостоятельно работать, так знаете, как перестают быть вашими иждивенцами, это тоже уже вам финансовая помощь, подспорье. Но основа основ. Итак, работа, карьера, увеличение дохода и крупные покупки. Потому что в связке с комбинацией этой карты, это, знаете, желаемое, к которому вы очень долго шли. В особенности, повторюсь, если у кого-то это связано с вопросами переезда или иммиграции, то здесь это крупные покупки, то есть это может быть и автомобиль, и может быть дом, потому что колесо фортуны, это, знаете, как знаковое, то есть не то, что вы покупаете там на ежедневной основе, кто-то чаще, кто-то реже, но такое, знаете, очень весомое имущество, которое и облегчает вашу жизнь, и быт, и, текущую жизнь и положение вещей в целом. Поэтому просто потрясающе. Пусть так и будет, мои хорошие. Смотрим с вами карту совет. Что же вам посоветует, порекомендует Таро? Карта совет. Так. Луна. Луна в первую очередь, это, знаете, как акцент проработать свои страхи, свои переживания, сомнения, внутренние комплексы или блоки. И помимо всего прочего, это, знаете, в какой-то степени посмотреть страху в глаза. То есть не бояться каких-то трудностей, переживаний. Да, вы можете себе сфокусировать, представить какой-то наихудший вариант развития событий той либо иной ситуации, но понять, что внутренне наихудшее, что может случиться, это вот это. Не то, что я к этому готов, но я понимаю, каких последствий я могу ожидать. Знаете, как готовиться к худшему, но надеяться на лучшее. И так же, как этот волк, он здесь, видите, не воет на луну. То есть у него нет каких-то проблем в жизни. Это как дитя ночи. То есть не бояться активничать, не бояться, не знаю, быть там отщепенцем в стае, потому что вы понимаете, что вы сами вожак по жизни, и ваша энергия, ваше трудолюбие приведет вас к успеху. Опять же, Луна. Луна у нас это обретение своего очага, поэтому не зря так говорю, что звучит тема Родины, тема перемен. Для кого-то даже, знаете, как строить свое родовое гнездо. Для некоторых это могут быть
вопросы, связанные с тематикой продолжения рода. Поэтому как совет задуматься, может пришло время, или вы к этому созрели, или стоит заняться этим вопросом. Но в любом случае мы сейчас с вами раскроем данный аркан, посмотрим, как будет открываться данная информация. Что здесь? Итак, 4 мечей, королева чаш и аркан колесница. Здесь преодоление страха в чем заключается? Во-первых, что, знаете, будет какой-то застой, кто-то может об этом переживать. Причем, видите, застой этот связанный эмоциональные переживания с адаптацией на новом месте. Будь то новый рабочий коллектив или, повторюсь, переезд, перемещение, хоть связан с работой, с учебой или просто ваши какие-то цели, планы и акценты. То есть этого не бояться. Потому что 4 мечей, королева чаш — это ситуация, когда вы еще лишний раз себя эмоционально наворачиваете, накручиваете, нагнетаете. А по сути для этого нет никаких предпосылок. Опять же, если здесь звучит тематика продолжения рода, например, у кого-то незапланированное зачатие, 4 мечей, прошу прощения, это сохранение, это выносить, это здесь не поставить на паузу, потому что королева чаш — это также сигнификатор беременности, материнства, то есть выносить, видите, колесница, то есть прорыв, родить, добиться цели, добиться результата. Конечно, вы хозяева сами своей судьбы, но я вам говорю о том, о чем говорят карты, а вы смотрите, как это у вас будет реализовано в жизни. Ну, еще помимо всего прочего, 4 мечей, королева чаш и колесница. Это, знаете, как доверять своей интуиции, потому что могут приходить какие-то вещи, сны, информация через ваши сновидения, через вашу интуицию, через провидение в целом. И по карте колесница это очень значительно может вам помочь в жизни. Поэтому, пожалуйста, прислушивайтесь к вашему внутреннему я и его советам. Ну что, мои хорошие, я могу сказать, на самом деле, я не знаю, как будет у других знаков, для них еще не снимала прогноз на год, но год очень-очень даже обещает быть плодотворным. Да, кого-то он, может быть, не совсем порадует в плане личной жизни, но это жизнь, и это прогноз не на всю жизнь, поэтому здесь ситуации будут переменчивые. Опять же, посмотрите по вашему знаку, по асценденту. Возможно, у вас информация по другому знаку отыграется в большей степени или будет в большей степени резонировать. Сопоставьте, сравните. Потому что многие меня спрашивают, а как мне понять, мне смотреть по Солнцу там, или по асценденту? Некоторые спрашивают по Луне. Ребят, как это определить? Неважно, это мои прогнозы или любого другого практика. Смотрите, вот, допустим, вы знаете, к примеру, что у вас знак зодиака Овен, асцендент, например, там в Скорпионе. И вот вы 3 месяца смотрите расклады и для Овна, и для Скорпиона, и для себя оцениваете. Информация по какому из знаков для вас резонирует в большей степени, то есть больше информативно, более точна. Только так вы сможете определить и резонанс со мной, и, возможно, с другими специалистами. Я с вами не прощаюсь. Хочу напомнить, что в следующем раскладе, потому что постоянно меня просите делать запечатку желаний на следующий год, я это выполню в раскладе 12 задач года в год змеи, поэтому смотрите там мы с вами будем проводить, так сказать, эту процедуру, эту экзекуцию. Ну а для вас еще такая дополнительная рекомендация. Я всегда в первом закрепленном комментарии под видео оставляю ссылку на самые полезные, актуальные для вас расклады. Вы, кстати, сможете взять, посмотреть и проанализировать ваши расклады за 2024 год. Посмотреть, сопоставить, сравнить, по какому там из знаков проигралось в большей степени. То есть это по Солнцу или по асценденту. Резонирует ли информация с вами? Отписаться, как у вас прошел год. Совпало, не совпало, уже будет понимание плюс-минус, ваш ли я специалист и насколько актуален для вас будет расклад на 2025 год. Я вас благодарю за внимание, больше не смею вас задерживать. Для тех, кому актуальны индивидуальные консультации или обучение на картах Таро, то ссылки на мои контакты всегда сможете найти под любым из моих видео или в шапке YouTube канала. Вам шикарного года, счастья, радости, исполнения желаний, любви, осуществления ваших мечт. Я с вами не прощаюсь. До следующих видео.